Что я делаю по утрам, когда есть 2 свободных часа? Ведь это большой отрезок времени. Если я смогу преодолеть себя в начале дня, то остальная часть дня будет легкой. Вот что нужно делать. Проводить так всего 2 часа по утрам. Сейчас я встаю в 3 часа ночи, потому что нахожусь в другом часовом поясе, но мой мозг в это время максимально продуктивен. Я знаю, что мое тело немного устало. Сейчас я нахожусь в некой промежуточной зоне между часовыми поясами и могу использовать это время с пользой. Иногда мне удается управиться за 45 минут или час, а иногда из-за большого количества встреч и событий в течение дня это может быть сложнее. Я стараюсь не поддаваться этому широко распространенному, шаблонному состоянию мысли и использую это время для медитации, аффирмаций и работы над собой. Ключевой момент – это использование утреннего времени с максимальной эффективностью, преодоление себя с самого начала дня и проведение практик для повышения продуктивности. Визуализация – это та работа, которую мы выполняем. Первый шаг в создании новой личной реальности – это преодоление своей нынешней личности. Нужно выйти за рамки обычных моделей мышления, привычек и эмоциональных остатков прошлого дня. Это та работа, которую необходимо проделать. В некоторые моменты этот процесс самопреодоления происходит легко и естественно, как будто по мановению волшебной палочки. В такие периоды вам не приходится прилагать особых усилий, но в другие дни приходится работать над этим гораздо больше. Достижение желаемого состояния осознанности и присутствия в моменте требует тогда более активных действий и сознательных усилий с вашей стороны. Ключевая идея заключается в том, что процесс личностной трансформации неравномерен. Иногда он происходит легко и естественно, а иногда требует более целенаправленной и упорной работы над собой. Но в любом случае это неотъемлемая часть пути к созданию новой личной реальности. И я понял, что самые сложные, вызывающие трудности дни в итоге оказываются самыми вознаграждающими, потому что в эти моменты вы непреклонны в достижении результата. Вам приходится преодолевать себя, чтобы найти настоящий момент, потому что только там существует неизвестное. Привычные эмоции и жесткие модели прошлого, а также попытки предсказать будущее – это все известное. Настоящий момент – это единственное место, где возможно что-то неизвестное, новое и непредсказуемое. И чем больше раз вы практикуете пребывание в этом состоянии, тем легче становится понимать, когда вы в нем находитесь, а когда нет. Когда вы выходите из этого состояния осознанности и присутствия, это становится для вас очевидным. Вы начинаете ощущать, что вернулись к привычным мыслям и шаблонам, отдалившись от свежего восприятия настоящего момента. Ключевая идея заключается в том, что постоянная практика позволяет вам все лучше распознавать, когда вы по-настоящему присутствуете здесь и сейчас, и когда вы, напротив, отвлеклись на мысли о прошлом или будущем. Это важное умение для осознанной жизни. Суть в том, чтобы отделить свою старую историю, свою историю прошлого, от самого себя и сфокусироваться на настоящем моменте. Это похоже на то, как при игре в теннис вы попадаете в нужную точку удара. Именно в такой момент происходит целостность, и вы больше не создаете из полярности, двойственности или противоположностей.
Люди часто создают что-то, исходя из ощущения того, чего им не хватает. Например, увидев у кого-то хороший костюм, они думают «я хочу такой же». В этот момент их мозг начинает включать себя в эту ситуацию, и в итоге они хотят носить чужой костюм. Все это происходит потому, что мы запрограммированы так действовать. Мы склонны к такому поведению, просто из-за того, что оно заложено в нас на подсознательном уровне. Психологи и нейробиологи выяснили, что наш мозг устроен таким образом, что он автоматически сравнивает себя с окружающими, ищет то, чего ему не хватает, и формирует желание обладать этим. Это связано с эволюционно сформированными механизмами выживания и социальной адаптации. В прошлом, когда ресурсы были ограничены, такое сравнение и стремление к обладанию помогало людям конкурировать за пропитание, жилье, статус в племени и так далее. Мозг запоминал и закреплял эти поведенческие паттерны. Сейчас, в современном мире, эти механизмы срабатывают автоматически даже тогда, когда ресурсы доступны в изобилии. Мы бессознательно реагируем на чужие достижения и обладание вещами, которые нам нравятся. Это своего рода программа, встроенная в нашу психику. Осознание этого и практика осознанности помогают нам преодолевать эти автоматические реакции и фокусироваться на созидании вместо сравнения и зависти. Но избавиться от этой программы полностью непросто. Она глубоко укоренена в нас. Проблема в том, что после того, как мы представили себе желаемое, мы открываем глаза и понимаем, что у нас этого нет. Мы ощущаем недостаток. Но чем больше мы практикуем, тем больше получаем способность создавать желаемое состояние, когда мы так сильно связаны с энергией своего будущего, что перестаем искать или ждать его. Как только мы начинаем расстраиваться в пробке или критиковать коллегу, мы теряем связь с энергией нашего будущего и возвращаемся к энергии прошлого. И если мы говорим, что кто-то другой сделал это с нами, и это критически важный момент, то мы вновь впадаем в бессознательную программу жертвы. Если вы теряете это состояние, задайтесь вопросом: когда я выпал из этого состояния? Что случилось в 3 часа дня? Таким образом, вы начинаете проходить через свои жизненные трудности, сохраняя связность и ритм. Вы больше не реагируете эмоционально на людей в своей жизни, которые раньше помогали вам утверждаться в своей идентичности. Это и есть та работа, которую нужно проделать. Когда человек оглядывается вокруг, он не видит, чтобы кто-то еще делал то же самое. Это создает ощущение одиночества, когда он осознает, что он единственный, кто этим занимается, и никто больше его не понимает. Он даже не может спросить мнение своих друзей, потому что они будут давать советы, основанные на их собственном опыте. Это тот самый момент, когда человек должен мобилизовать все свои внутренние ресурсы и твердо решиться на действие. Я беседовал со многими людьми, которые исцелили себя от разных заболеваний и полностью изменили свою жизнь. И одним из ключевых элементов, который я вижу каждый раз, является момент, когда человек говорит: «Я просто дошел до этой точки в своей жизни. Я почувствовал полное дно». И тогда я принял для себя окончательное решение. И именно в такие моменты вы принимаете окончательное решение, чтобы измениться. Но зачем ждать проблемы, трагедии, болезни или полного дна? Делайте это прямо сейчас, когда у вас все хорошо.
Настоящий момент — это единственное место, где возможно что-то неизвестное, новое и непредсказуемое. И чем больше раз вы практикуете пребывание в этом состоянии осознанности, тем легче становится понимать, когда вы в нем находитесь, а когда нет. Именно в такие моменты предельной осознанности человек принимает окончательное решение изменить что-то в своей жизни. Но зачем ждать проблемы, трагедии, болезни или полного дна, чтобы запустить этот процесс? Гораздо лучше делать это прямо сейчас, когда у вас все хорошо. Когда вы выходите из этого состояния присутствия, оно становится для вас очевидным. Вы начинаете ощущать, что вернулись к привычным мыслям и шаблонам, отдалившись от свежего восприятия настоящего момента. Поэтому ключевая идея — практиковать пребывание здесь и сейчас регулярно, чтобы распознавать моменты, когда вы готовы принять решительные шаги для личностной трансформации.